Пресненском суде Москвы выносит приговор по делу компании QBF, которая позиционировалась как международная инвестиционная компания. На самом же деле была обычной финансовой пирамидой. Официальный ущерб составил около 2 миллиардов рублей. Но дело в том, что некоторые клиенты псевдоброкеров очень состоятельные люди, которые не хотели бы огласки. Ну а заманить к себе инвесторов аферисты умели. Одной из таких жертв стала балерина Анастасия Волочкова, которая, кстати, не стала молчать. Напротив, она придала этому делу огласку. Павел Кузнецов работает в суде. У него мы сейчас узнаем подробности. Павел, как получилось, что известные, богатые люди вкладывали деньги в пирамиду, и о каком ущербе на самом деле может идти речь? Марат, вы правильно сказали, что официально пирамида QBF похитила и вывела в офшоры 2 миллиарда рублей обманутых вкладчиков, но неофициально эта сумма как минимум в 3,5 раза больше, то есть порядка 7 миллиардов рублей. Почему такая разница? Дело в том, что финансовая пирамида QBF специализировалась на привлечении VIP-клиентов. Это богатые, состоятельные люди, бизнесмены, крупные предприниматели, артисты. Ну и понятно, когда богатые тоже начинают плакать, то не каждый из них согласится вот так во всеуслышание заявить о том, что его обманули. Ну, а для того, чтобы заманить столь статусных людей к себе, офисы компании QBF располагались в самых элитных районах по всей стране. В Москве, например, головной офис компании QBF находился в Москва-Сити. Сами представьте, несколько этажей в небоскребе, кожаные диваны, сотрудники с иголочки одетые. Все для того, чтобы создавалось впечатление, что это крупная международная брокерская сеть. Но тем более, когда лицом этой компании выступала какое-то время балерина Анастасия Волочкова. Она сама рассказывала о том, что несколько лет назад на нее вышли представители фирмы QBF и предложили, чтобы она сначала для своих друзей разрекламировала компанию. Волочкова решила сначала на себе проверить, вложила свои собственные 2 миллиона рублей, затем еще 1 миллион, и даже какое-то время получала небольшие проценты. Ну а спустя время менеджеры QBF вдруг заявили: денег нет, извините. Вы знаете, у меня было дело принципа. Просто действительно вывести их на чистую воду, что у меня и получилось в принципе. И когда я это сделала, мне позвонил Роман Шпаков, учредитель этой компании, который в бегах и в то время был в Арабских Эмиратах, понимаете, его никто не мог найти, а он мне на Телеграм позвонил. И сказал: Анастасия, пожалуйста, только не наводите шороха, не наводите шума. И вы знаете, я включила Волочкову, как я умею это делать, за правду всегда. Сегодня на скамье подсудимых 4 топ-менеджера финансовой пирамиды QBF. Однако, что немаловажно, того самого главаря и главного основателя Романа Шпакова этой финансовой пирамиды нет. Он скрылся за рубежом и сейчас находится в международном розыске. Но следователь уверен, именно ему на его заграничные счета и поступали все деньги обманутых вкладчиков. Но при этом Роман Шпаков не выдумывал ничего нового. И это была абсолютно бесхитростная схема, банальная, обычная финансовая пирамида. То есть вкладываешь деньги под обещание получить большие проценты, приводишь друзей. Конечно, никакие деньги никто возвращать не собирался. Создавая у потенциальных клиентов ложную видимость получения высокого дохода, злоумышленники убеждали заключать соглашения и договоры доверительного управления от имени группы компаний QBF. Свои обязательства перед клиентами участники преступного сообщества выполнять не собирались. Стоит сказать, что среди потерпевших есть не только богатые, но и обычные люди, как правило, это пенсионеры или многодетные семьи. Они залезали в кредиты, верили рекламе, продавали свое жилье и залезали в долги. И вот именно таких людей в этой истории больше всего жалко. Я не могу говорить. Именно в IPO они загнали не крупных и богатых людей, а бабушек, дедушек, пенсионеров, в том числе матерей-одиночек. У нас больше 700 человек. Это обычные люди. Кто-то продавал квартиры свои, чтобы вложить в эти деньги и купить лучшую квартиру. То есть люди просто восприняли это как возможность, а не то, что они в скам отнесли. Они все проанализировали точно так же, как и я.
Ну, добавлю, что один из топ-менеджеров пирамиды уже получил свой срок еще в 2021 году, когда проходили обыски. Речь про Зелимхана Мунаева. Именно он занимался выводом денег на заграничные счета, и он получил 8 лет колонии. Но какое решение сегодня примет суд, мы в ближайшее время узнаем. Но для 4 топ-менеджеров на скамье подсудимых гособвинение запросило от 9 до 17 лет лишения свободы. Марат. Будем следить за финалом этого процесса. Спасибо, Павел. Я напомню, что в прямом эфире был корреспондент НТВ Павел Кузнецов.